Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам, сегодня мы будем дегустировать пиццы из заморозки. Попробуем самую дешевую пиццу и пиццы подороже, чтобы понять, в чем разница и есть ли смысл переплачивать. Зотман пицца. Сделана руками, ресторан вашей духовки. Это баварская мясная пицца. Выпекать пиццу нужно 11 минут. Масса пиццы 465 граммов. Состав пиццы очень-очень-очень супер-очень длинный, он не полностью натуральный, есть консерванты. Стоимость пиццы была 529 рублей, но с учетом скидки она стоит 400 рублей. Конечно же, за 529 рублей это было бы дороговато, потому что можно и в пиццерии купить пиццу, да там, наверное, даже и масса будет побольше, и цена примерно такая же. Изготовлена пицца в городе Москва. Внешне пицца смотрится неплохо. Тесто видно, что уже немножечко такое пропеченное и очень много начинки. Но сейчас я ее испеку и потом попробуем. Пицца готова, но как мы видим, сыр не весь полностью почему-то расплавился. Хотя я продержал даже не 11 минут, а 13 минут, немножко даже побольше. Но сыр почему-то все равно плавиться полностью не захотел. Может быть, просто такой сыр. Сейчас порежу и мы попробуем эту пиццу. Ну и давайте посмотрим, какое же здесь количество теста и какое количество здесь начинки. Теста здесь приличное количество, не супер тоненький слой. Ну и начинки, как мне кажется, тоже приличное количество. Тут есть и бекон, и какие-то вот охотничьи, наверное, колбаски, пепперони. Есть лучок и сладкий перец. Попробовал эту пиццу и, как оказалось, просто вот сыр не расплавился, потому что здесь внутри пицца оказалась еще холодной. Видимо, даже и 13 минут маловато. Либо духовка у меня слабовата, в общем, либо времени маловато. Поэтому нужно смотреть, если, в общем, пока сыр не расплавился, значит пицца не готова еще. Что мне очень понравилось в этой пицце, то это тесто. Тесто вообще шикарное. Начинки здесь тоже приличное количество, и сыра приличное количество. Это пицца средней остроты, потому что пепперони тут остренькая, и еще есть свежий лук. Также очень хороший тут бекончик. В общем, сочетание замечательное всех ингредиентов. Пицца, в общем, это мне понравилось. Единственное, что нужно готовить ее, подстраиваясь под свою духовку. Скро пицца. Ветчина с грибами. Масса пиццы 440 граммов. Продается эта пицца в замороженном виде, но все равно в состав добавили консервант. Также есть и ароматизатор. В общем, состав не полностью натуральный. Пицца эта стоит недешево, целых 520 рублей. Изготовлена эта пицца в городе Москва, муниципальный округ Хамовники. Видно, что здесь ветчина порезана довольно-таки крупно, да и сыр тоже крупно натерт. Виднеются кусочки грибов. Пока сложно сказать, много ли или мало здесь начинки, но как бы вроде так на первый взгляд не очень такое большое количество начинки здесь. Выпекал эту пиццу в духовке 15 минут, сыр полностью расплавился, значит она готова. Но за это время немножечко ветчина тоже подгорела. Давайте посмотрим, сколько здесь теста и сколько начинки. Ну, тесто видно, что теста здесь приличное количество. Очень пышная пицца. Но вот начинки, как мне кажется, здесь гораздо меньше, чем тесто. Колбаса, эта ветчина порезана очень-очень тоненько. Сыра здесь немного. Да и соуса, мне кажется, тоже тут он не везде присутствует. Съел несколько кусочков. И пицца эта мне не особо понравилась. Здесь начинки немного. Вот эта вот ветчина порезана так тоненько, что она просто высохла и превратилась в какой-то сухарь. В общем, никакого вкуса особого даже и не имеет. Только что вот грибы вроде как чувствуются, но они распределены не очень равномерно, где-то их вообще нету. Качество, конечно, этой пиццы не самое высокое, но зато цена не маленькая. В общем, на 500 рублей она никак уж не тянет. Так что второй раз я бы такую пиццу не купил больше. Ля Траттория пицца ассорти. Масса 335 граммов. Состав этой пиццы очень-очень длинный, и он не полностью натуральный, есть консервант нитрат калия. Также есть усилитель вкуса и аромата глутамат натрия. Стоимость пиццы 219 рублей. Адрес производства Московская область, город Бронницы. Хоть эта пицца и ассорти, но как мы видим, начинка у нее не очень разнообразная. Здесь ветчина, колбаса, грибы, сыр, томатный соус и все. В общем, ассортимент ассорти не очень широкий здесь. Но сейчас я ее приготовлю и мы ее попробуем.
Пицца готова, даже успела подрумяниться немножко. Давайте посмотрим, что будет в разрезе, ну и попробуем ее на вкус. Сразу же чувствуется, что тесто получилось очень хрустящим. Корочка вот здесь особенно хрустит. Попробую на вкус. Ну и сразу же видно, что сыра здесь пожалели. Сыра маленькое количество. Съел половинку пиццы. В общем, ничего, она такая по вкусу. Тесто здесь, как мы видим, приличное количество. Оно толстенькое. Поэтому пицца достаточно сытная. И колбаса здесь неплохая. Ну, грибы, в общем, как грибы. Единственный минус, конечно, то, что очень мало сыра. Ну, еще мне понравилось то, что эта пицца сочная. Среднего качества она, но вкусная, съедобная. Это самая дешевая пицца, которую я смог найти. Продается она в магазине Верный и называется «Верная цена». Масса этой пиццы 250 граммов. Это пицца ассорти. Состав у этой пиццы очень-очень-очень, просто нереально очень длинный. И он, конечно же, не полностью натуральный. Даже в тесте есть консервант, не говоря уже про колбасу и про сыр. В общем, это похоже, что все что-то такое самое дешевенькое. Стоимость пиццы ассорти 58 рублей 99 копеек. Адрес производства – Московская область, город Бродницы. Внешне пицца выглядит неплохо. Тут и грибы есть еще, и сладкий перец. Но на первый взгляд вот тут и колбаса не одного вида. Сыра только, как мне кажется, тут не особо большое количество. Испек эту пиццу в духовке. Особо какого-то запаха от этой пиццы не идет, потому что начинки все-таки здесь не супер большое количество. Сыр находится сверху, он очень сильно так подрумянился. Сейчас разрежу ее и давайте попробуем. Тесто по толщине довольно-таки приличное. Ну и вот эти вот края хорошо подрумянились, и сейчас они такие хрустящие. Но тесто какое-то странное, мне так кажется на первый взгляд, что оно немножечко такое сырое, и оно совершенно не воздушное. Оно такое плотное, в общем, это тесто. Съел 2 кусочка этой пиццы. По вкусу она мне не особо понравилась, потому что тесто какое-то не особо вкусное. Ну и чувствуется, что вот вся вот эта колбаса супер дешевая, сыр. Я даже думал, что это какой-то майонез, а не сыр. Ну, такой, в общем, странный сыр. Грибов здесь тоже маленькое количество. В общем, вкус начинки не особо ощущается. Ну а тесто здесь приличное количество. То есть, скажем так, вот по сытности она довольно-таки сытная. Но только что невкусная. Хотя, когда голодный, то все равно съешь и такую пиццу. Давняя традиция. Осетинский пирог с сыром. В составе сыр тоже осетинский, который сделан из молока и закваски. Состав полностью натуральный. Изготовлен пирог в Алании, город Владикавказ. Стоимость осетинского пирога 220 рублей. Масса 450 граммов. Пирог этот, по всей видимости, закрытый. Весь сыр находится внутри. Пирог испекся. Внешне он смотрится отлично. Зарумянился немножечко. Сейчас я его порежу и посмотрим, что будет внутри. Ну, не сказал бы, что супер огромное количество сыра. Теста здесь тоже приличное количество. И снизу тесто тоже подрумянилось. Скушал 2 кусочка пирога. По вкусу он мне очень понравился. Внутри нежнейший сыр. Тесто вкусное, хорошее. А сыр прям вот тает во рту. Отличное сочетание сыра и теста. Ну, а вот эти вот края, они хрустящие. Кстати, начинка тоже вот и здесь везде содержится. То есть она не только в центре. В общем, за такие деньги, за 200 рублей, такой обалденный пирог, да еще и масса почти полкилограмма, я думаю, что это даже и недорого. Добрый мафиоза. Пицца большая с ветчиной. Эта пицца должна быть вкусной, как в пиццерии. Ну а также она должна быть сочной, с румяными бортиками. Ну, сейчас мы это проверим. Состав не полностью натуральный, есть консервант, нитрат натрия. Масса пиццы 320 граммов. Стоимость пиццы с ветчиной 180 рублей. Изготовлена в Московской области, городской округ Раменский, село Константиново. Глядя на эту пиццу, мы видим, что сыр как-то здесь распределен неравномерно. Здесь вот бортики пустые, а вот этот бортик тут и соус, и сыр, в общем, как-то шлепнулся сюда непонятно каким образом. Попал, в общем, тертый сыр, где его быть, по идее, не должно. То есть внешний вид, конечно, не очень приглядный такой. Пицца испеклась, пахнет сыром и специями. Вот видно, что посыпана она сверху зеленью. Ну, здесь, по-моему, есть еще орегано и базилик. Сейчас порежу и попробуем. Корочка хрустящая.
Давайте посмотрим, сколько здесь теста, сколько здесь начинки. Ну, как мы видим, по толщине тесто тоненькое, а начинки еще меньше, чем тесто. Попробовал пиццу. Вот это вот что-то типа майонезный соус. Я думал поначалу, что это какой-то сыр, но оказалось, в общем, это майонез. Вроде там еще какой-то чеснок есть, что-то типа такого, в общем. Вот эта вот ветчина, она, конечно, больше похожа на вареную колбасу, а не на ветчину. Ну и она где-то такого вот чуть ниже среднего ценового сегмента, эта ветчина. Не самая дешевая, но и даже не среднего, в общем, качества. Сыра очень мало. И во вкусе сыр практически даже и не ощущается. И вот этот вот майонезный соус, он немножечко сочности придает. Ну, хотя пицца не сухая, потому что и томатного соуса здесь приличное количество. Ну, а тесто тоненькое, поэтому, в общем, не скажешь, что она какая-то сухая. Я думаю, что все-таки сыра тут маловато. Можно, например, купить по акции пиццу за 200 рублей, и там будет сыра гораздо больше. Поэтому я думаю, что эта пицца даже на свои деньги не тянет. Лучше бы я купил какого-то другого производителя, ну пусть даже бы и переплатил бы там рублей 50, там, ну пускай даже бы и 100 рублей переплатил, но там было бы начинки побольше. Market Collection, римская пицца, 4 сыра со вкусом трюфеля. То есть это такая очень даже, я бы сказал, что крутая пицца. Здесь написано, что это ручная работа. Масса пиццы 380 граммов. Сыр здесь есть плавленый, сливочный, сыр чеддер. Сыр даже есть пармезан. Ну и также есть сыр с плесенью, горгонзола. Трюфеля здесь, конечно же, никакого нету, есть только лишь его аромат. Стоимость пиццы 470 рублей. Изготовлена эта пицца в Московской области, Наро-Фоминский район, Отепцевское поселение. Внешне заметно, что тесто у пиццы довольно-таки пышное. Начинки вроде бы приличное количество. Сейчас я ее приготовлю, испеку в духовке и можно будет попробовать. Пицца готова. Внешне она смотрится как-то не очень круто. Неровные какие-то края. Начинка разложена тоже неровно. В общем, то, что она ручной работы, мне кажется, никакого плюса в этом нету. Либо она не ручной работы. Теперь ее можно разрезать и продегустировать. Корочка, конечно же, очень хрустящая здесь. Пицца разрезана. Сыр тянется хорошо. И мне кажется, его здесь приличное, в общем, количество сырочка. Там, где начинка, тесто вроде бы не особо даже и толстая. Но корочка, конечно, вот здесь вот, в общем, сыра маловато. Если бы сыр бы распределили более бы равномерно, то было бы, конечно, получше. А так такое ощущение, что сыр весь в центре, а края вообще вон, какие пустые получаются. Видно, что тут есть и сыр с голубой плесенью. Видно его вкрапления. Но его, конечно, не супер большое количество, но это и хорошо. Его и не должно быть много. Съел несколько кусочков этой пиццы. И могу сказать, что сыра здесь не супер много. А теста здесь очень много. Вот даже здесь хорошо видно, что сколько начинки, а сколько теста. Тесто тут не супер вкусное. Оно похоже на тесто, как у чиабатты, но очень хрустящее. Корочка получилась супер хрустящая. Ну и минус в том, что вся начинка сосредоточена именно в центре, то есть центр такой сочный, ну а ближе к краям вообще начинки нету. Я думаю, что эта пицца стоит все-таки дороговато. Даже в какой-нибудь пиццерии можно взять такую же по размеру пиццу, и она будет примерно столько же стоить. Так что, в общем, мое мнение, что цена здесь как-то неоправданно завышена. Друзья, напишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!